Сегодня будем выпекать мой любимый низкоуглеводный маковый пирог со сливочным соусом. Для тех, кто впервые на моем канале, хочу сказать, что данный рецепт подходит для кето-диеты, так как не содержит сахара, глютена и всего прочего, что противоречит кето-рациону. Сейчас немного предыстории. Впервые похожий торт я попробовала в одном ресторане и сразу в него влюбилась. Но понятное дело, он содержал сахар и глютен, и теперь, заскучав по любимому пирогу, мне пришло в голову адаптировать его под кето-диету. И надо сказать, мне это удалось. Результат получился неотличимый от оригинала. Итак, в миску добавляем 150 грамм миндальной муки, 150 грамм молотого мака, 150 грамм эритрита и щепотку соли, 4 яйца, 100 грамм растопленного сливочного масла, 2 чайные ложки разрыхлителя. Также я добавила жидкий ванильный ароматизатор. Все перемешиваем. Смазываем форму кокосовым маслом. У меня форма 26 сантиметров. Аккуратно распределяем тесто и отправляем в заранее разогретую духовку, выпекаем при 180 градусах 30-35 минут. Пока пирог в духовке, мы будем готовить сливочный соус. 200 мл молока смешиваем с 3 желтками и немного взбиваем. В сотейник с толстым дном выливаем молоко и желтки, убавляем огонь на минимум, добавляем туда же 200 мл сливок 20% жирности и сахарозаменитель по вкусу. Постоянно помешивая венчиком, немного увариваем соус на медленном огне. А сейчас важный момент. Ингредиенты для соуса должны быть комнатной температуры. Наша задача уварить соус, не допуская свертывания. Также вы можете попробовать сварить соус на водяной бане. В процессе не забывайте постоянно помешивать венчиком. И даже если ваш соус все равно слегка свернулся, не расстраивайтесь. Мне тоже понадобилось время, чтобы научиться его готовить. Помните, нужна консистенция кефира, соус не должен быть густым. В остывший соус добавляем 50 грамм мягкого сливочного масла и перебиваем блендером. Важный момент. Лучше использовать именно блендер, а не миксер, так как нам не нужна слишком воздушная консистенция. Наша цель добиться однородности и нежности текстуры. Вот и испекся наш пирог. Как видите, у меня пирог получился не очень высоким, так что вы можете использовать форму с меньшим диаметром. Идеально подавать пирог теплым с охлажденным сливочным соусом. Мне нравится этот пирог тем, что с одной стороны он легкий и пористый, но с другой влажный внутри и главное имеет яркий маковый вкус. Я думаю, что преобладающее количество миндальной муки и мака здесь превосходно себя воплотило, из-за чего пирог получился таким насыщенным и влажным. В сочетании со сливочным соусом это просто бомба. Кстати, пирог вкусный на следующий день и даже без соуса. Вы даже можете слегка разогреть кусочек в микроволновке и опять же подать с охлажденным соусом. Друзья, полное описание этого рецепта вы найдете в комментариях под этим видео.